Друзья мои, всем большой привет! Привет любителям орхидей! У меня сегодня возникла идея поделиться с вами своими наблюдениями, своим небольшим скромным опытом по выращиванию орхидей и своими выводами, которые я сделала для себя, и ошибками, которые я делала и которые я сейчас, в принципе, стараюсь не делать. Это касается темы пересадки орхидеи после покупки. То есть очень часто мы, когда орхидею покупаем, нам кажется, что там болото-болото, непонятно что. В общем, мы спешим ее пересадить, вытрусить из нее все, что там у нее есть, что там накидал производитель, помыть обязательно корни под проточной водой. Ну, все в таком духе. Ребята, ну я не знаю. Может быть, сорта, которые мегаустойчивые, все эти ваши попытки их спасти, скрипя, так сказать, бутонами, перенесут. Немножко, может, покапризничают, а может, вообще сделают вид, что не заметили эти ваши манипуляции, хотя вряд ли. Ну, в общем, убив и замучив несколько экземпляров таким образом, я пришла к выводу, что просто необходимо орхидеи после покупки дать возможность адаптироваться к тем условиям, которые созданы в ваших местах проживания. Перед вами мой биглип, который у меня куплен осенью по уценке в магазине Сельпо. Это остатки его роскошного цветения, причем это цветение немножко не такое, девочки, каким он меня порадовал, разбудив спящую почку, по-моему, так. Или это он просто дорастил цветонос? Нет, по-моему, он... Да, вот, точно. Вот же ж, получается, обрезала я его цветение после отцветания, и он разбудил почку. Я, конечно, рассчитывала на его каскад, но он мне выдал 3 вот таких симпатичных, абсолютно не похожих на предыдущее цветение бутончика. И вот такие 3 цветочка. Но тоже очень даже симпатичных. Ну, дело не в этом. Дело не в этом. Я ему разрешила процвести. Говорю, хочешь цвести? Цвети. Я порадуюсь, продолжу любоваться твоим грандиозным цветением. Ну вот, расщедрился на 3 цветочка. Ну, посмотрите, за время пребывания у меня он вырастил вот такой уже большой лист. Девочки, когда я его купила, он, по-моему, был только наклюнутый или вообще его даже не было. Надо посмотреть видео, там, где я вам показываю его, так сказать, въезд в мои условия, его вхождение. Ну, дело не в этом. Дело в том, что, посмотрите, я, конечно же, уже имея опыт, естественно, его не тормошила. И я оставила его с нижним поливом. Вот такое кашпо у меня керамическое. Не побоялась я тот момент, что у нас с освещением плохо, и кашпо как бы притеняет. Поставила его, он очень, знаете, была очень большая гроздь цветов, и он шатался, выпадал и норовил перевернуться. В общем, я его поместила вот в такое керамическое кашпо. На дно кашпо я наливаю немножко водички и помещаю горшочек с орхидеей. То есть полив у нас нижний. То есть вот так вот я на пальчик водички налила в кашпо, там на сантиметр, и поставила. И вот он у меня вдруг начал растить лист. Он адаптировался. Я его, значит, не трогаю, девочки, не трогала. Я посмотрела, ну что его трогать? У него много места. Посажен он, сами видите во что. Кора, торф, там кокосовые чипсы, что там. Я не знаю. Если производитель писал, как на всех продуктах, состав грунта, мы бы с вами были бы, как бы, знали бы точно, что туда поместили. Естественно, там, девчонки, торфяной стаканчик.
которого мы все боимся. Поэтому нижний полив. Вот видите, даже видно, верхняя часть горшка, она больше просушена, чем нижняя. И вот смотрите, на что он и способился. Посмотрите, по всему объему горшка начался корневой рост, причем очень активный корневой рост. То есть он и листик растит, и корешки растит. И, девочки, это не исключение. Дело в том, что вот таким образом, если не тормошить, ведет большинство орхидей себя. Главное, не замачивать их. Вот я не знаю, я не то чтобы противник замачивания. Если у вас есть как бы навык, то пожалуйста. Я, например, боюсь вот брать горшок как бы с торфяным стаканом, замачивать, вот так вот погружать в воду. Девочки, даже на минутку, потому что моментально промокает и все. А когда нижний полив, вот я как-то сторонник нижнего полива для непересаженных орхидей. И вот смотрите, когда нижний полив, происходит активация корневой, и корневая начинает стремиться расти к этим слоям более влажным, то есть тянется вниз. И вот, девчонки, вот вы сами видите, какой корневой рост происходит. Девочки, зима. Это не то, что я вам показываю, это уже у меня этот корневой рост, вот этот корень уже вырос. Это уже, знаете, это уже вот давно они у меня в росте. Сначала, вот если я купила ее осенью, наверное, октябрь. Мне так, да, наверное, октябрь, потому что она очень долго цвела. Я любовалась долго этой орхидеей. И вот она сейчас продолжает, то есть она даже вот как начала активничать, она так и активничает. То есть вот чего мне ее трогать? Зачем мне ее пересаживать? Потому что мне так хочется. Но зачем ей мешать осваивать, так сказать, просторы горшка? Я понимаю, если уже есть такой вариант, когда ну уже совсем, вот совсем некуда корням расти, уже вот распирает стенки горшка, я вам сейчас такой вариант покажу. И у меня уже, в общем, я уже была на грани, хотела орхидею пересадить, потому что видела, что начался корневой рост, тоже она у меня не пересажена. Но я себя остановила, потому что вы сейчас увидите почему. Девочки, вот я вам тоже принесла еще одну непересаженную орхидею, которая тоже вырастила у меня вот такой новый лист. И вот здесь у меня были сомнения. У нее когда начался, это я его полила сегодня. Вот я тоже, тут такое у меня ведерко, туда наливаю водички и ставлю тоже нижним поливом. В общем, здесь, видите, уже катастрофа. Ну, еще не совсем, но уже деформация горшка. Видите, сколько корней? С ума сойти. Это вот как бы не было столько, это у меня вот там уже тоже начался активный рост после покупки ее, когда я ее принесла домой. Я вам показывала, это Joyride. Joyride классная орхидея, крупноцветковая. И у меня уже руки чесались, думаю, так, все, ей некуда растить корни, надо пересаживать. Но что меня остановило? Здесь у нее 2 цветоноса обрезанных, она на срезку пошла, я вам рассказывала, как в цветочном магазине в букеты срезают. Это за 100 гривен орхидея. И вот смотрите, что меня остановило. Видите? Вот это меня остановило. Я подумала, ну что я буду вторгаться? Я посмотрю, полюбуюсь цветением. Посмотрите, какие вишенки, девочки. Посмотрите на эти вишенки. В общем, она тут мне выдала цветонос, вот такой шикардосный. И что я буду ее сейчас трогать? Вот она отцветет благополучно. Я не знаю, сколько она будет цвести. Полгода, 3 месяца. Может быть, она там будет будить почки. Ну вот пока будет вот так она тесниться вот с такой корневой в горшке. То что здесь вообще получается место. Тут можно еще года 3 растить корни и вообще не рыпаться. Главное, девчонки, полив. Вот я говорю, вот я вниз наливаю в кашпо, подтянула водичку, девочки, кипяченая водичка.
Я фанат кипяченой водички. Вы уже меня извините, но я кипячу водичку, она у меня остывает, у меня баночки специальные, никто их не трогает. Могу добавить капелюшечку там, вообще микродозу удобрения. Ну вот, кстати, я сделала вывод, что вот когда уже вот букеты, то лучше ничего не добавлять, просто водичкой, потому что я там, ой, своего юного принца потеряла один цветочек, девочки. Скоро полное раскрытие, я вам покажу. В общем, смотрите, видите? Вот это уже как бы надо пересаживать. Там и торфяной стакан, все дела. Но она же цветет, ну зачем я буду ее трогать? Вот, в общем, вот так вот. И эту тоже я не буду пересаживать, пока она не заполонит, не заполнит весь горшок. Девочки, орхидея должна съесть весь субстрат. Ну, в плане съесть, это я так говорю, но вытащить из него максимум. Это органика. Органика разлагается, процессы происходят определенные, корни питаются, орхидея питается. Происходит там, как бы вот при разложении субстрата происходит выделение различных полезных веществ. И даже определенное время даже подкормка не нужна. Там все подкормлено. Ну, для успокоения души своей можно чуть-чуть капать. Тут листик немножко вот от производителя надо обрезать, но я не трогаю, засохший. Но это даже не от производителя, не от садовника, это от логистики. Это мой ожог, который я сделала в солнечные дни, по-моему, сентября или даже октября. Вот так вот у меня произошел на окне ожог. Я поставила на окно после покупки. Я считала, что начало октября или конец сентября был, что уже все. Но на моей южной стороне, видите, осенний ожог. Так что такое тоже бывает. В общем, девчонки, старайтесь. Ну, не трогайте их, не вытряхивайте. Даже с маленьким количеством корней. Ну, тут средний, ну, тут да, тут было, кстати, особенно девочки, особенно биглипы. У меня там помирает уже все. В общем, осталось я без венецианского карнавала, девочки. Остался один листик, потому что я что сделала? Правильно, я его выстряхнула из субстрата. А сейчас бы он жил да поживал и меня бы радовал. Ну, в общем, вот так. Кручу-верчу, показать вам хочу. В общем, девочки, не делайте моих ошибок. Пускай орхидея адаптируется, освоит свой субстрат, и все будет хорошо. Нарастит корней, но уж если сильно хочется пересадить, вот прям вот горшок треснутый, горшок не нравится. Вот не нравится это какая-то непонятная там земля в нем. Девочки, дождитесь вот такой вот активации роста корней. Как минимум, чтобы корни начали вот так расти. И в этом случае, когда уже вот активный рост корней, девочки, кстати, вы не подумайте, что я ее чем-то полила. Она сама по себе вот это растет. Вот как минимум рост корней вот этот, а вы на весну увидите этот рост корней, уже в конце февраля, даст вам больше гарантий к тому, что она у вас быстрее освоит ваш новый предложенный вами, надеюсь, вкусный грунт. Так что, девчонки, вот так вот. Ну вот, любуюсь 3 цветочками. Вставлю вам фоточку, как она цвела покупным цветением. Вот такой вот биглипчик. Покупала я совершенно в другой цветовой гамме. Ну, оказывается, вот так мы тоже можем цвести. В общем, девчонки, вот такой вот ликбез с моей стороны для вас. Вы все, большинство, кто уже давно в этом увлечении, вы об этом знаете. Но это скорее для начинающих, особенно для начинающих. Хотите не загубить орхидею, не надо ее вытряхивать сразу, потому что для нее это... Дайте ей немножечко обсмотреться, присмотреться к вам, присмотреться к вашему окошку, где там она стоит, к вашему стеллажу, с какой стороны освещение, какой у вас температурный режим, что вообще у вас происходит. И потом тогда уже можете, в принципе, ее пересаживать, когда пойдет корневой рост, рост листика. Ну, даже листик не играет роли. Больше играет роль, чтобы вот корневой рост начался для пересадки.
Но это, ребята, вот я делюсь с вами своими наблюдениями. Эту красотку, конечно же, будем с вами пересаживать, но это будет, не знаю когда мы отцветем. Очень мне хочется увидеть цветение этих красивых вишенок. Это просто супер, девчонки, гляньте. Бутохи такие классные. Девочки, все они у меня стоят без подсветки, вот эти орхидеи. Они стоят у меня в полуметре от окна на березке. Растут. Южная сторона. Всегда вам говорю, южная сторона. Скоро, через пару месяцев, начну уже притенять, потому что у меня 10-й этаж. Солнце так хорошо бьет в окно. Вот эта комната, в которой я сейчас снимаю видео, она северная. Здесь у меня только на карантине стоят орхидеи. И когда они уже полностью распустили свои бутоны, и мне хочется полюбоваться, я сюда могу забрать какой-то кустик орхидейный, чтобы полюбоваться, пока цветет. Потому что во время цветения очень часто они ничего не растят, и в принципе количество света им необходимое, оно минимально. И вот в северной комнате они у меня просто радуют меня цветением, но расти у меня в этой северной комнате они не хотят. Так что все, друзья мои, показала вам то, что я хочу вам показать, то, что я хотела вам рассказать, хотела показать, хотела вам рассказать свои впечатления, поделиться своим вот опытом небольшим. И всегда я как-то, когда смотрю чье-то видео, как девчонки после покупки сразу же вытаскивают, вытряхивают из грунта, я очень переживаю за дальнейшую судьбу их орхидей. И всегда радуюсь, когда все благополучно происходит. Ну, мы в какой-то мере мы волшебницы, и в наших руках все оживает, все цветет, и все благоухает. Так что все, друзья мои, всем большой привет от меня. Красивых вам, здоровых, цветущих орхидей. Желаю вам, чтобы у вас были грозди орхидей, чтобы у вас было крепкое здоровье, мирное небо и чтобы все у вас было благополучно. Пока-пока.